куском отдельно. Да, давай я тогда перемотаю. But it was good to see that yours. Так, 3:30. То есть тут, я так понимаю, Никит, поясни немножко. Я так понимаю, это Stage 2 финалы. Это перед Куэйконом? Ну, я синхронно могу, конечно, в целом переводить. Потому что синхронно переводить в этом не детально. Но хочется все-таки в деталях попробовать. Вот. Ну, сейчас посмотрим там, как пойдет. Games. Окей. QuakeCon to QuakeCon, you know. Что он That'd be something really special. Да. I'll definitely be putting in the work. Ну, я так понимаю, он подготавливается к стриму. Oh, thanks, Hell. It was good to see you. Good to see you put up a good fight, man. Games. Okay. And like dial it back a little bit at the right time so you can secure all the items. You'd have definitely won Deep Embrace. Ну, он тут говорит с кем-то, like кто играл с ним. Everything. Это не надо переводить, я думаю. Racy and I play again because between him and Nosa, oh, that was. Unfortunately, due to some production errors or what you like, they would forget to change it, or it definitely against Avec, I think it definitely started off where against Avec and Venger, based off of the rule set and how like the ping deltas work. I had to play more matches on EU. Ну, он тут рассказывает то, что именно про это событие, что там дельта разница в пингах, как Авик играл с Рейзи, и мне надо было другие матчи играть туда-сюда, короче. NA for those matches. But there were some matches that based off of the delta, I played more on NA, etc. Yeah, exactly, saying everybody was like, why is it always NA? It's no fair, blah, blah, blah. And then... Что такое NA в пингах? NA? Unknown? Just to kind of explain how the rule set goes for the grand finals. Ну вот, он начинает. Сейчас он говорит, я хочу объяснить, как работают правила для выбора гранд-финала, да. Неопределенно, да. North America. It starts on whoever's from the winner bracket. Начинается, кто первый выигрывает, ну то есть кто занимает верхнюю сетку, типа выигрыш верхней сетки. Сразу скажу, вы на меня тут сразу слишком на меня не сердитесь, да? Я, конечно, может, некоторые вещи чисто по квейку, может, переведу неправильно, чисто потому что я терминологии все не знаю, ваши киберспортивной. Whoever won the winner bracket, it's whatever their home server would be. Тот, кто выиграл брекет, да, в данном этапе, ну вот про то, что она рассказывает, выбирает свой домашний сервер. If the delta isn't close enough for us to play on the same server the whole. Если дельта для обоих игроков не помещается в этот промежуток, то есть там есть какой-то промежуток. Whole time. So if it was Cypher that was in the winner bracket final, then. Если бы это был Cypher, он был, ну, я просто не знаю предысторию, то он был бы, блядь, winner bracket final. EU, NA, EU, NA, EU, NA. И они бы играли EU, NA, EU, NA. Ну, он сейчас сам. То есть North America, европейский, Северная Америка. Ну, это, я так понимаю, про себя он говорит, если бы он с ним играл. What it does is, since essentially you're playing potentially 6 games in the grand final. Потенциально ты играешь 6 игр в гранд-финале. It rewards the player. It's tough at the start, but it rewards the player from the losers bracket. Сначала это тяжелее, а потом это награждает игрока towards the bracket, к концу бракета, когда ты проходишь. If they make it all the way to the final map. Если они до конца доходят до финальной карты. Because if it's on the final map, then it's on their server. Потому что если это будет финальная карта, это будет на ихнем сервере. So it's like you did your job getting all the way to this point. Ты сделал всю работу, чтобы дойти до конца. You know, this should essentially be like a slight advantage for you. И то есть ты прошел через это, да, потратил силы, и у тебя должно быть какое-то преимущество в конце. And to be honest, the server advantages, it just depends on the routing during the day. Like. И он говорит, даже вот этот advantages, преимущество серверов, на самом деле это, очень такой рандомный случай, то есть это зависит от дня, да, когда какой сервер. Really... Он говорит про маршрутизацию, как идет трафик в этот определенный день, через какие, в принципе, логично. Good to play on an EU server or a South American server, even though like the South American server for like me is like 140 ping.
But then there's just some times where it's just horrible. То есть он говорит, иногда допустимы пинги и на Северной Америке, и на Европе. Даже для меня на Северной Америке, он говорит, там пинг 140. Наверное, я не знаю. А иногда, говорит, невозможно It's вообще just играть. bad. Просто And плохо. then there's times where, you know, I'm the one with low ping against the high ping, and it doesn't feel good. И я обычно тот, который играет с маленьким пингом против тех, кто играет на высоком пинге. Я не знаю, почему так Like it говорит. normally does, etc. So it's just a little bit random about like Ну, то есть это how рандом. good your routing is and Как твой how маршрутизатор, consistent короче, your как connection выпадет is during the day. в этот день But, по поводу подсоединения. You know, at the end of the day, В конце being дня, able to play cross-continental in this game is just phenomenal. и в конце дня просто играть эту игру кросс-континентально, да, на разных континентах, это просто, типа, феноменально, блядь. It really is. Like, Это по-настоящему, да. I mean, I would have to go in the past, Quake 3, Quake 4, Quake В Live, прошлом Quake 3, Quake 4, Quake Live, мне бы надо было... you know, months and months and months without being able to play anybody from Europe. And Мне потребовалось бы месяцы, чтобы с кем-то вообще поиграть из Европы. shit, I never got to play anybody from South America because the pings were even worse. И я никогда не играл с And Южной Америки, it примерно, wouldn't потому что even пинги вообще были unacceptable, Makes не sense to have играбельны. them play on an NA server. Like it just, there's just no competition. Просто не You know, было with the компетенции. netcodes back then. Like the netcodes, you know, up to like 60 ping, 70 ping were pretty playable. Excuse me. But anything over that was just a joke. You just Раньше, он говорит, там на пингах играли 60-70, можно было играть с тем кодом, типа он говорят netcode. at such a А handicap. что если выше, то But you было know, the fact that неиграбельно. we can actually compete for the most part, as long as there's not crazy packet loss, you know. И он говорит, сейчас на данный момент, то, что мы можем, блядь, соревноваться на разных континентах, если там нету сумасшедшего потери at пакетов, potentially 140 ping. потенциально pretty до 140, remarkable, man. это, блядь, And типа охуенно. I'm just really thankful that we've all been able to keep playing Я очень благодарен, что мы могли все-таки поиграть. throughout, you know, all this COVID shit that's happened the last И мы year. могли перебороть это, блядь, ковид, эти ограничения и так half далее. now. Ну, так и сказал, это дерьмо, которое случалось About a year and a half. 1,5 года назад. Um, Это 2021. it's been really nice to have something to like, you know, to go after and to compete for and to put Короче, your energy я in. думаю, Really это appreciative of that. неинтересно. Давайте. It's hell in the previous stage as well for the first game. And essentially, I'm playing where they've had I don't so big. Так, really когда tough. он там про карты Garpy, будет говорить? he decided to ban Veil of Doth. Во, Look at во, the, во, во. So going into the match cold against anybody in the QPL, you know, it's really tough because everybody's so good. So if we look at the draft here, Ну, если мы смотрим на пики баны, драфт, да, английский язык. Garpy, he decided to ban Veil of Doth, which I was pretty surprised Гарпи решил забанить карту Veil of Nas, и я был очень удивлен. about because he's a player who's really, really good at Потому close что он очень combat хорошо в ближнем бою на Veil of and Nas, rocket play. на Here, let me ракетами. turn this to like full screen first. Да, There we go. давай. Молодец. All right, умничка. so you know he decided to ban Veil of Nath. Like I said, I was pretty surprised by Он that. был очень And then, удивлен. I was kind of debating banning between Molten Falls and Ruins. И он сомневался, как что забанить следующее, Руины Сарната или Molten Falls. And just because of his play style and the type of champions that he uses, Просто и по причине того, что по типу его стиля игры и чемпионов, которые он использует. he uses tanks, and they're really good on. He uses Things, я не знаю, что такое Things в игре. И он очень хорош в них. Molten Falls and Ruins. Танки, да, я не знаю, что такое. So Наверное, тяжелые модели. Тяжелый чемпиона, да. I had a feeling that if I banned Molten, he probably wouldn't pick Ruins first. У меня было ощущение, что если бы забанил Molten Falls, он бы не выбрал первые руины Сарната. So that was just kind of my guess going into Это that. было как бы And it ended на up paying off угадание. because he decided to pick Deep Embrace, which I wanted to leave both of the new maps in. I felt И он потом решил он выбрать Deep Embrace, который я сам тоже хотел эти very две. comfortable Я очень... with my strategy. Leave both of the new maps in. I felt very comfortable. И эти как раз две карты Excel, Deep Embrace для меня типа очень комфортно, я очень чувствую себя там уверенно. With my strategies going into Мои stage playoffs for стратегии, Deep Embrace and Exile. как он играет And, на этих картах. So yeah, so him picking Deep Embrace was welcome for me. I was like, all right, sweet. I get one of my better maps, Он, and I да, get он to говорит, он рад, что он выбрал Deep Embrace, choose для него это было Garpy. хорошо.
So I went with that, and then he decided to ban Awoken. And I was like, okay, I want to keep the new map in. I'm gonna ban Ruins. Он заблокировал And с бана. so that was Ну, that. короче, все And we didn't понятно. end up getting to go to the third map, but I really like the champion matchup that I got. Ему Not a очень lot of понравился выбор people чемпионов. have been playing Aizen and Exile, but Exile is a pretty good map for him if played correctly. And Ну, so он говорит, то, что на Айзеном хорошо играть на Экзале, если хорошо играешь, правильно Flag играешь. is just really good. She's just really good. И она очень хороший контрпик. It's really hard to catch her if you're Очень down. She сложно can ее create a поймать, lot если of ты внизу, unique там, opportunities with Spit because of how the health bubbles are so то, что она split. Or like there's плюется. only, let's say there's like one health bubble near the major item. So it puts you in a very precarious. И она говорит, то, что там по самой карте расположение аптечек, оно очень уменьшено, то есть по одной аптечке дает преимущество жабе, типа расплевать там где-то рядом, чтобы это было еще сложнее противнику там подлечиться и так далее. Position if she, covers that health bubble with Spit while you're fighting, because then to collect it, you're gonna take the dot damage anyway. Да, поэтому он говорит, легко заблевать эту аптечку, и чтобы ее подобрать, все равно дамаг получишь. Поэтому очень хороший. I picked her instead, and Я ее was feeling выбрал. pretty comfortable if I happened to lose one of these two to go to the third map. И он говорит, в случае, если проиграют эти две, я на третьей был более уверен. And if I remember correctly, for servers for this one, with how the delta worked, it would be NA for this. Если он помнит правильно, если дельты совпадали, то, по-моему, Deep Embrace игрался на North America. EU for him, and then И Европа Corrupted Key для него. NA for me. And И опять the other way to make things fair as well is whoever has the home server. So in this case, другая важная вещь, тот, кто играет на домашнем сервере. Between us, it was me, since it would be NA first and third. The player that's the away server, that's only played one time, they're the ones that gets to ban first. So they get to Немножко не понял, но... Подожди, сейчас. That's the away server, that's only played one time, they're the ones that gets to ban first. So То есть он говорит, для тех, которые выбирают домашний сервер, в моем случае это Deep Embrace на North America Exile. Between us, it was me, since it would be NA first and third. Да, North America первая, третья карта. The player that's the away server. Тот игрок, который сервер находится, я так понимаю, самым далеким по дистанции, the away server, да? That's only played one time. They're который играл только один раз. the ones that gets to ban first. So они те, которые имеют право первые банить. They get to ban more champions during они могут the больше set. Technically, if they wanted to, they get the choice. They could choose to технически они, если хотят, у них есть выбор. Hand it over. Like if они they... могут передать обратно право, то есть выбрать Рафи. Ну, то есть, я так понимаю, там это определяется порядок. В зависимости, какого сервера ты играешь, у тебя есть порядок, кто первый начинает банить. They don't like banning first. Если ты не хочешь первым банить. They like just the format the other way around. Ну, как бы по-другому, but да, most сыграть. people decide to ban. So ну, it's just, большинство людей идут по правилам, как бы играют так, как есть. Ну, по техническим it's like the правилам. safer thing to do typically. Это So that's what people do. безопаснее всего делать так. And so going into this tournament, I just been having some weird experiences with Keel, like у меня были playing очень as странные опыт игры с Килом. the recent patch where like games would feel laggier for me, but if И предыдущие патчи игра у меня очень лагала. I would play a different champion, it would be fine. Если я другим чемпионом играл, было бы нормально, а вот на Киле почему-то I лагало. was like, you know what, even though I'm pretty good at Keel, most of the games don't feel that good, and I know a lot of people have been comfortable playing him lately, so I'll just try to pick things that I think are good against him on certain maps and like try. Ну, он говорит, что многие люди как раз-таки пикали вот до этого Килли на этой карте, то он выбрал вот такой контрпик. Он считает, по его мнению, это хороший как бы оппонент. To bait people into picking him, and so that's kind of how it worked out here because he decided to ban Doom, which was a very smart ban. И вот как вот вещи сработали, он забанил Дума, что очень было умно. As of right now, I think I'm undefeated on this map with И насколько я знаю, я, по-моему, блядь, непобедим на этой карте на Думе. Doom. So Doom is one of the best picks on Deep Embrace at the moment. Капец, пики были другие совсем. Сейчас другие. So I picked Ranger, who is right up there in like the top 3, top Ну да, я выбрал рейнджера, который топ-3 занимает 5 позицию choices on this map. из 5 чемпионов на этой I just карте. really like Ranger's mobility on this map. Мне нравится его matchup, мобильность. since Keel has all that burst damage up close. И они
довольно мачет, потому что у Килла есть вот эта вот сжигательная сила, блядь, в close комбате. You're not really looking to use the orb to do burst damage to him. It'll happen every now and then, but for the most part, you're doing it to be more mobile than him. Ага, то есть он говорит, в этом случае используешь орб не то, чтобы нанести ему дамаг, а больше быть мобильным в этом случае напротив Килла. You're trying to chip him down and kill him a Ты little. пытаешься chip him down, насколько я помню, это, ну, поставить в неудобную позицию, в опасную, там, чтобы ему было некомфортно. More slowly than what people are playing tanks are used to. You're trying to control the tempo of the game. Да, то есть ты контролируешь темп, они все-таки медленнее, эти большие персонажи. И вот таким путем мобильности ты можешь поставить их вот такую вот неудобный, как бы, chip him down, как он говорит. And really obtain good positioning and make it difficult for him to Ну да, и хорошую push позицию, and do what he wants. занять хорошую позицию и предотвратить, соответственно, его выход на позицию, чтобы у него эта имплементация была сделана, ну, как бы, не давать ее реализовать. To be a bully. So that's the mindset going into this matchup is. Вот эта игра разумов, которая идет вот в этом при выборе этих пиков. I'm gonna need to control the rail like pretty Первое, мне надо будет контролировать rail. well, and I'm gonna need Очень to take like хорошо. longer distance fights. И мне надо будет, конечно же, на дальних дистанциях контролировать бой. Until I chip him down, and then I can try to like go it. До тех пор, пока я вот веду именно эту неудобную для него позицию, как по темпу, и начну Go тогда in and pick some использовать... closer range fights with LG and try to Да, и начну использовать, например, там шафт в более близких боях. out-aim him and just Перешафтить continue его. the death cycle of controlling all the armor И продолжать вот эту вот серию фрагов. and whatnot. And then Зацикливание вот это obviously вот in все. Corrupted Keep, I banned И в накипе он I забанил, banned Scale because Scale? I think that что он думает, he's то, really что good with он Scale очень Bearer, and хорошо like I Scale said, he играет. loves to play tanks. So I И я, насколько говорил, уже помню, что он очень любит играть большими чемпионами. just wanted to get that out of there. И я I хотел figured это if he was going to забанить. play another tank after he played this and he played Sorlag, I would have a couple options into it. И он думал, что, наверное, Сорлага выберет вместо Скейла. У меня были пару опций, чтобы противопоставить, That I like. которые мне нравятся. Блять, это вообще интересно кому-то? Мне это вообще не интересно пока. Вот эти пики бана. Ну, по-моему, Никит, только тебе интересно. 15 минут. So I left that open, and then if he played, BJ, if he decided to pick BJ first, I was like, okay, well, I have a couple options that I still think would be okay. Это ты все знаешь, тогда это не надо? As Окей, well. тогда мне Corrupted ты мне Keep. скажи, перемотать тогда. Людям надо? Блять, окей. That go into that first, I was like, okay, well, I have a couple options that I still, into it that I like. Так, And like I said, he loves to play tanks. So Mhm. I just wanted to get that out of there. Я I хотел... figured if he was going to play another tank after he played this and he played Sorlag, I would have a couple options into it that I like. So I left that open, and then if he played, BJ, if he decided to pick BJ Если бы он first, I was BJ like, okay, выбрал. well, I have a couple options that I still Я- think would be okay as well. Другие имею опции, что сопоставить Well, ему контрпики. That go into that because they're like probably the premier picks right now on Corrupted Keep, I would say, are like Сейчас на Corrupted Keep лучшие пики это Scale, Sorlag, Keel, so the three tanks, BJ, BJ, Strog, and Strog Galena seem to и be Галина. the premier picks on Corrupted Похоже. Keep, the big comfort ones that people Да, самые комфортабельные пики. are liking to play right now. Ростик, но я так понимаю, но это, блядь, пики, это больше все-таки для такого, ну это окей, это для ребят, кто играет турниры, когда ты уже там думаешь, как пики бана, для меня там на таком уровне, конечно, это пока... But he decided to Ну, play наверное, да. Galena, Он выбрал maybe Галину. because of Может, потому Razy что- being able to pull out a tight win during the last final. Может, потому что Рейзи смог выиграть последний финал. Он на Галине, наверное, играл на этой карте, не This знаю. type of champ matchup, but I actually really like playing BJ into Galena because Но я очень люблю играть биджеем против Галины. I tend to Потому play around the totems really well Я хорошо играю вокруг тотемов. and just use his ability to either gain full control
и используй его обилку, чтобы получить полный or контроль, just burst the shit out of Galena to where или нахуй сжечь Галину. she doesn't even have time to lay her totem down in the fight Она даже, блядь, не имеет времени, чтобы тотем бросить, просто сжигает ее просто в клочья. and out-sustain him. So Out-sustain him. Превосходит ее, короче. Ну, короче, блядь, зашивает ее двумя дуалаками. Нюансы по чипам рассказывать. Ну да, я согласен. it's really about not always dual wielding with LG because she has the hit. Это на самом деле, что, ну, желательно для Галины не встречаться против его дуальных, как это на русском будем, да, дуальных, к примеру, шафтов. Hitbox advantage. So the only time you want to do it is always dual wielding with LG because she has the hitbox advantage. Потому что у нее есть hitbox advantage, превосходство. So the only time you want to dual wield LG in this matchup is if you catch the Поэтому единственный момент, когда ты должен использовать двойные пушки LG, давайте LG шафт, Galena player on the move, like predictably jumping somewhere. ты должен ее поймать именно во время движения. То есть, если, к примеру, она где-то там прыгает снизу, там, на джампад и так далее, когда ты реально можешь ее поймать и, блядь, спепелить нахуй. So that you're guaranteed to hit the entire time. Что ты имеешь гарантию, что ты можешь полностью непрерывный контакт наносить ей урона, блядь, с LG дуальными. Because it actually is more difficult, even though you can deal more damage dual wielding LG than with just, using one LG. Да. It's actually harder to hit. Даже несмотря на то, что ты наносишь больше дамага с двумя LG вместо одного, тем не менее, это сложнее стрелять почему-то именно с двумя LG. All of it together because there's like a little extra space between the shots, even though you're dealing 12 damage. Потому что там дополнительно промежуток, ну как он сокращается между нанесениями ударами от LG. Each time you hit. Каждый раз, когда ты попадаешь. И поэтому... So sometimes with the, how hectic the fights get, you don't actually get as much damage. Поэтому в зависимости какой бой, ты не всегда можешь впитать этот весь КД чуть выше, да. So that's why it's like Поэтому, better to only dual wield LG if you find them in a good trap. Поэтому действительно самое лучшее использовать мобилку, когда ты подлавливаешь, то есть ты можешь предсказать мув. Or you want to use other guns. You want to use dual wield rockets. Или ты можешь использовать другие пушки, не LG, а там ракеты. Nail, especially dual wield shotgun in this matchup. Или dual шотгана вообще очень красава на этом. So yeah, so I got two pretty good picks for me going into this, and два хороших so пика like for и the third in Сорлок case третий. I messed up and had a bad game. So yeah, but let's see how far do we have to get into this? Not too far. Окей, переходим к игре. Go back. Ну такой перевод нормальный или слишком много остановок? У меня будто скилл, а им в 2 раза минимум. Охуенный? Ну отлично, ребят, давайте тогда буду. Просто это, блядь, встаешь что-то. Okay, so at the start here, I think. Да, в самом начале я думаю. Sleep Moody, thank you for the Prime Gaming sub. Thank you. Благодарит, понятно. Kuplin, thank you for the 27-month resub. Appreciate it. Да. I don't remember exactly where I spawn. Он точно не помнит свой спаун. Okay, so I get a decent spawn for this matchup. Right. Хорошо, мне попался очень классный респаун на этот матч. I know. Rocket jumping around this ranger is really useful since you have the damage reduction passive. Использование rocket джампов, естественно, на этом чемпионе. Мы знаем это превосходство, потому что из-за пониженного дамага, когда ты делаешь rocket джампы на этом чемпионе. And as well as I'm spawning. Артем, привет. On the rail side of the map. And и также ты спавнишься рядом с рейлом, что очень важная пушка на этом мапе. I said going into this matchup, you really need to maintain your distance and you need to rail the shit out of Keel. И я говорил, так как с учетом пиков тяжелых персонажей Гарпи очень важно соблюдать дистанцию, поэтому то, что вот он спавнится здесь, возле этих пушек, это просто превосходно, хороший спаун. Rail him, and then if he keeps giving you the angles and he doesn't have rail to fight, well then by all means, just keep railing him to death. Ну, типа, если он будет использовать неправильные углы, короче, использовать то, что он большая у него фигурка, ты можешь ему наносить рейл до конца, то есть, блядь, убивая его. To get it so that then you can close the gap safely, because then your stack is bigger than his more. Да, и таким образом понизить его стак на дальней дистанции, и потом сблизиться с ними, просто добить. So then having a 50-50 matchup with potential, like nades messing you up in the fight and
and stuff like that. Nades messing you up. Я не знаю, что такое nades. Nades, наверное, nails. Если гвозди тебе наносят урона. So I got a pretty favorable start. Grenades. Nades. Все правильно, да. То есть он говорит, даже если вот тебе граната наносит, ты все равно рейлом можешь хорошо очень стейк уравнять или даже сделать превосходство в своем стейке вот путем пушками, так как у него большой хитбокс, то есть на расстоянии держать. In this matchup, and yes, a lot of people like to go for Да, многие люди a light любят, armor first, but люди предпочитают идти за, как будем называть, легкий арморик? Красный, ну, маленький, да, за броником. I didn't want anything tricky to happen, so I Я не хотел ничего такого трюкового использовать. Желтый, да. Это желтый называется, да? think that I just like go straight for the heavy. И я поэтому Yep. сразу пошел на Just go красный. straight for the Я, конечно, когда вот удивляюсь, когда люди при мне приходят на Quake, я думал, что дальтоники, блядь, все. Зеленый айтем называют, блядь, красным, нахуй. Другой зеленый называют желтым. Что не так с людьми, блядь? heavy and get the rail so that I don't get surprised by Да, я понял. Ну, и я сразу же взял Heavy, и взял Rail быстренько. Keel, Я понимаю, откуда история, я это прикалываюсь. who has a huge stack, and I'm only like 125 and 50, and if I get caught out at the wrong range and it's not good for rockets, Ага. he could just destroy me with machine gun. Он так сыграл быстро, чтобы забрать пушки, потому что у Килла на старте выше стек. У него всего лишь там 125, ну вот на 115 на 146, и чтобы его там Килл, блядь, не подбил теми Or же if he picked up гранатами, да. LG, Или LG, или he's trying to чем. go for one of the armors, and I was trying to be cute. And И то есть он говорит, почему он так разыгрывает, потому что если бы он пошел на желтый, он не хотел бы взять лишний дамаг получить, потому что Килл в это время может тоже пойти на желтый. Я так понимаю, это желтый, который внизу справа находится. get everything, it could just turn around. So I was like, nope, I'm just gonna play it safe in Поэтому this нет, я matchup. лучше буду Try to work аккуратно on, играть, буду работать над... work in the weapon advantage. Буду работать над превосходством оружия, то есть собирать пушки, я так понимаю, то, что у него есть эти пушки. And so here, I don't really want to look for a fight Ну и здесь он говорит, я пока еще не хочу right драться. now. Yeah, he has LG, У него and he's LG, holding шафт, good position by the light armor that's still available. And и у него хорошая позиция, потому что у него желтый там рядом лежит, то есть дополнительная как помощь. Что он так сделал, на турике появился в шафте, сразу со сферы атаковал вверх, не поймал I его. know that he can't pick it up because I heard him pick up the lower one at the beginning of the game. Сейчас Light я armor that's сбиваюсь, still когда available. читаю. And I know that he can't pick, and he's holding good position by То the есть light хорошая armor that's позиция still возле available. желтого And I там know that he наверху. can't pick it up because I heard him pick up the lower one at the beginning И он знает то, что нижний он не может получить, потому что, если что, я ему сразу нанесу дамаг, потому что я внизу, of the game в начале because he игры. spawned by it. So it's not, he's holding good position if И, как он говорит, и, скорее всего, то, что я там зареспаунился, наверняка я взял тоже этот красный армор. I start taking a fight. So I was like, buy it. So it's not, he's holding good position if I start taking a fight. Поэтому у него лучшая позиция, если мы начнем сейчас драться. So I was like, right now, the best thing to do is to Самое just лучшее avoid him. сейчас просто I need to его either work избегать. my way to get an LG and use the orb to get back to heavy side, Мне нужно, наверное, как-то путем пробраться на LG и использовать орб, чтобы обратно вернуться к красному. or Или- find some free damage on him, Или по поводу дать ему бесплатного like дамака. overextending to me. But I know he might fight here, but Я знаю, что он, может быть, будет драться здесь, но so I'm like, okay, if I stay trapped here with all the nades and stuff, it's gonna be a bad time. он понимает, что если он сейчас здесь останется в ловушке только с гвоздями, то это будет плохое время для него. So Неудачно. I just want to try to deal a little damage and get away. Я хочу просто получить наименьшее количество дамага и просто съебаться. And even if he kills me, it'll be Даже okay если он меня because убьет, это будет нормально. he'll have to overextend himself to get to me. Потому что он должен, ну как, превозмочь себя, чтобы снова поднапрячься, чтобы снова сблизиться со мной. So I hit a good rail, Я хорошо и рейл попал. and then I didn't hear him drop, И я не слышал, как он упал. which that happens sometimes, like with all Иногда the commotion, случается. probably like the orb noise. So that's Из-за why I was орба, looking наверное. above and got surprised by LG. И я был удивлен, когда он упал. But he's trying to chase me down and Он пытается меня secure преследовать first kill here, и получает первый фраг. which is all right. He decided to Нормально. go towards heavy,
Он решил идти за So I красным. know that if he wants to have heavy here, Поэтому я знаю, если он after all хочет the damage that was красное, dealt in the fight, he can't после этого дамага, который он go получил, for rail first. он не может сначала идти на рейл, потому что, скорее всего, он его не держит. If he goes for rail, he's Если going to он give up heavy and full map control because then I Если он идет за рейлом, то он потеряет хэви и отдает полный контроль ему, потому что will Рафа, beat him to the mega side. да, забирает мегу. So what I want to do here is either just deal a bunch of damage. То есть, я так понимаю, вот уже на таком уровне у них вот это все в голове просто вот так вот, на секундном, да? Так, он там, это все чик-пык, блядь. Просто в голове это все проворачивается. То есть Рафа вот так вот и думал, да? А нам надо, блядь, часы, чтобы понять, что происходит. Damage and leave, beat him to the mega side. So what I want to do here is either just deal a bunch of damage and leave, or maybe get lucky and out LG him because of the hit. Поэтому что я хотел бы сделать, просто получить, может, немножко дамага и съебаться, или... Just deal a bunch of damage and leave, or maybe get lucky and out LG him because of the hitbox И если мне повезет, просто перешафтить его, потому что у него хитбокс больше. difference and get a kill, and then try to force a bad spawn for him so that И потом попробовать зафорсить плохой респаун для него, I can get the other items. чтобы я мог другие айтемы забрать. So here I do a good job dealing a lot of damage. Он тогда говорит не получить, а нанести тогда дэмэдж, да? Deal, да. Здесь он наносит очень And I хороший know that he дамаг. can't rail me yet И он знает, что пока because he меня не didn't have может, time to get it. And меня пока не может зарыли, потому что у heavy. него не было now it's time for рейла. me to back off and collect Поэтому some мне sheep. надо съебывать. So I collect the armor. Я подобрал I don't желтый. even try to collect the 225s because it could Я даже не пытаюсь собрать 225. Я не знаю, что такое 225. 2 по 25, 2 аптечки по 25. expose me to a rail, which would Потому что это открывает меня для потенциального удара прорейлить. then make us equal. И потом на стек сравняется. It's more important for me to be because you know me. Most Для меня сейчас главное важно. of the time I like to maximize my health. When I Вы знаете меня, то что я всегда люблю максимально держать свой хп. get the mega, I want it to be 175 if possible. Я всегда хочу быть максимально типа Sometimes you 1.75. just gotta take the L, like taking the mega. I want it to be 175 if possible. Sometimes you just gotta take the L. Иногда тебе просто надо взять take the L. Я не знаю, что это букву L какую-то взять. Я не знаю, что это обозначает. Помогите, если что. Like taking a little bit of less health is better. L, less health. Чтобы взять меньше хп. Даже иногда это бывает лучше, он говорит. Because you're not exposing yourself to more damage. Потому что ты себя не подставляешь под больший дамаг, который, я так понимаю, происходит, когда ты пытаешься наесться все. And in this case, if I went for the 225s, И в этом примере, если бы я пошел на 2.25 аптечки, он скорее... the murder hole, он как раз называет дыру смерти. Лёшка, помнишь? Там было что, коридор смерти, здесь дыра смерти. he would have had the rail angle on me Он бы меня прорейлил. to deal damage. But Чтобы if нанести I maintain the урон. stack that I have, then I can start bullying him. Если же я все-таки буду превосходить стейк, я смогу на него, blame him, вообще-то это, блядь, его обвинить. Я не понял, может... Start bullying him. Blaming him, delaying him, наверное, задержу его. Не blaming, delaying him. Смогу его задержать побольше. Yep. And I know I don't have to deal much damage back because I dealt so much after the heavy pickup that I've likely taken it away from him. И он говорит, нормально, я не должен наносить сразу же обратный дамаг, потому что я ему в прошлый раз дамаг нормально нанес, когда он хэви взял. So I just need to just chip him a little bit, try to get control of heavy because Я должен немножко увысить темп, чтобы ему было немного неудобно. Chip him down. Типа be in a danger, быть в опасности, чтобы он чувствовал себя некомфортно. there's so much time in between the two items. And this is how you want to Потому что много времени еще между двумя большими айтами, красным и мегой. play against Keel. You want to like И это как ты хочешь играть против Килла. Ты хочешь, you want to make him weak and you хочешь want сделать to его слабым make him useless on the map. и сделать его Make бесполезным him на карте. overextend himself to try to trade damage and trade his life.
и пытаться его напрячься, чтобы, ну, потерять больше дамага, чтобы нанести, точнее, потерять больше хп, чтобы нанести тебе урона. Так вот это работает. And right here, I might even get the kill on him before this Разменяться, armor да. comes up and then be able to take it. Блядь. Might even get the kill on him before this armor comes up and then be able to take it. И даже может попытаться его убить перед тем, как желтый появится, чтобы потом желтый самому забрать. Yep. Да, вот, заебись. И он забирает. So I can't take it because I killed him too И я не смог его взять, потому что я его быстро слишком убил. cleanly, but that's fine. Ну, это нормально. I could just potentially bait it if he tries to go for it off the spawn. Cleanly, but that's fine. I could just potentially bait it if he tries to go for it off the spawn. Я могу просто бейт, да, забайтить, наверное, если он попытается с респа нарваться. Забайтить, да. So he hits a good rail, but we're Хороший even. рейл. I just Мы have одинаковые сейчас. I have the better У меня, weaponry at the у меня moment. I have лучше, LG and rail у меня лучше набор пушек. compared to just rail У меня and like the stock grenades from him. у него 100 гранат и рейл. So now I need to try to look to Сейчас мне, obtain position here. So I know мне нужно получше позицию занять. he's like trying to go for rockets. Я знаю, он за I need to see ракетами if I can хочет. catch him with LG since I have that advantage, or Мне надо посмотреть, смогу ли я его на LG заебашить. maybe, you know, Так у make него myself hard advantage to hit and есть. get some good traded rails so I can win position. Или даже разменяться по рейлам, что у меня будет все равно лучше позиция. And I don't know why he probably thought I was going to the portal and he Я не знаю, почему он это сделал. Наверное, думал, что я в портал зашел. was gonna like get the rocket launcher for free. И он, типа, сможет легко Rocket Jump сделать. But he reacted really late to seeing me and RJ'd at a really bad time. И он слишком, ну, опоздал, короче. И уже, когда чпокнулся Rocket Jump, все, я его поймал, блядь. And so now he's getting punished for it. И он теперь наказан за это. Опа! Даже он тоже делает такие ошибки. Doesn't hit any extra damage as I Он мне не дал дамага экстра этими гранатками. failed to Ебанутый этот пенек вообще. jump and then make it. So now I know he's weak, so I just want to chase Ну, я знаю, что он слабый, я хочу его... him and pepper him with shotgun. Я хочу его засолить, блядь. And I'm choosing Заперчить, он сказал. shotgun to chase there because I can be more unpredictable. And I'm choosing shotgun to chase there because I can be more unpredictable with my dodging. I don't want to И я выбираю, здесь важный момент, шотган, потому что я хочу быть немножко более непредсказуемым своим доджем. like have to hold the super predictable angle to hit LG. Я не хочу брать очень предсказуемые углы, к примеру, если бы он с LG, блядь, бежал. And take a bunch of nades around a corner and then he's И поймать большое количество, ну, какое-то количество гранат. like out of range and shit like that. That's why Когда он вне зоны для дамага с I LG. know he's weak enough that I can just keep peppering him with shotgun. И я знаю, он достаточно слаб, что просто его могу закончить дробиком добить. End up cleaning up the kill. Да. So that damage isn't too bad Этот дамаг не такой плохой, because I know like okay, the light armor's there. He's not going to give up position to take. потому что я знаю, желтый дым до сих пор, он еще не сдаст позицию свою. Подожди, что он? Okay, the light armor's there. He's not going to give up position to take it. И он не отдаст позицию ради этого желтого броника. I hear him at rail now, so слышу now его it's на time рейле. to like try to get position on the heavy possibly. И теперь хороший момент занять позицию на хэви. He decides to contest, which is a really И он выбирает, ну, как бы борьбу, контест. weird instance because he Что для меня кажется довольно, блядь, странным only решением. has rockets and, Потому что у него только and ракеты rail right now. This и would рейл. be a good fight if he had LG or У него shotgun, это был бы хороший файт, если бы у него был LG или шотган. like super shotgun, but I don't think he has either of those. Но у него, по-моему, нету ни So I того, ни put that другого. past him to distract him. Я кинул орб, чтобы его distract, отвлечь, And растеряться. create space for me in the fight and get some damage. И сделать немножко отдалиться, да, чтобы не было такого close, этого комбата близкого. And so now Теперь I got position to get for heavy, but I thought that he might be weak enough. я думал, у меня хорошая была позиция на хэви, но я думал, он слишком слабый, достаточно слабый, That чтобы I could rail him and kill him, что я мог бы зарылить его, убить. and that's why I dropped instead of going for the Поэтому heavy right away. я дропнулся I miss. вниз.
And it creates a hairy situation, but that И rocket такая, блядь, сомнительная at ситуация. least pushed him Потому to the что right and gave me a chance to just rocket jump and get the heavy. If I was и то, что вот когда он ракеты стрелял, да, или чем, то, что вправо оттолкнуло, это дало шанс обратно ему на хэви another забрать. champion, I would have been like 5 health after the rocket jump. Если бы это был бы другой чемпион, у него бы там 5 хп только осталось после рокет джампа. То, что вот как раз-таки рейнджер дает тебе такое преимущество. На самом деле рейнджер охуенный чемпион. Я сейчас с ним начинаю играть. Это, конечно, классный чемпион. И я его, да, не умел им. Да. Единственное, надо сферой правильно научиться пользоваться, попросту и не тратить. Тогда вообще, блядь, пиздатый чемп. Очень тяжелый чемп. But that passive from Ranger is so useful in this map. Да, вот это вот именно преимущество. Рейнджер очень хороший для этой карты. So here I'm just trying to look for good fights. И здесь я просто пытаюсь найти выиграть время для хорошего файта. If anything seems like it's going to be hairy, then I just leave. Если что-то такое будет очень как Хейринг говорит, такое, что волосы на жопе встают. Короче, как пиздос будет, то он свалит. Если опасная ситуация будет. It's like I said, you want to take the game slow against him. You don't want to be playing fast unless he's like literally giving you the game. И ты не хочешь играть очень быстро против него. Ты хочешь играть более медленно, если он просто уже не сдает игру. You just don't want to. Keel, that's what Keel wants. Keel wants a messy game. Keel это именно хочет. Он хочет грязные игры. Where he is rushing you off the spawn. Где он тебя все время давит по респам и... When you're too weak. You want to be getting kills with a bit more health, so you gotta... Ты хочешь убивать его, чтобы у тебя хп оставалось побольше. Take it a bit slower. И поэтому надо с ним более медленно играть. You know, I think he thinks that he's okay to take this fight, but in reality he's not. И он думает, что Гарпи думает, что как раз-таки нормальная позиция, чтобы принимать бой, но на самом деле нет. He has to hit some crazy shots. He has to hit. Ему надо попасть очень хорошие. Или... Ну, он говорит, что должен попасть. Хорошие шатсы те как... He luckily managed to get heavy, but he's making a big push here. Он взял хэви удачно и пытается очень сильно продавить тут. And he's not respecting the orb. Like и он сейчас не думает про мою сферу. He's like, you know what? I'm gonna bet you won't hit this like orb combo as you come in. As I... Не, он говорит, блядь, в споре типа, Катя, буду лджи хуярить, ты... Извините, орб не выпустишь. And I'm gonna get control back. И я обратный контроль верну. I said, no thank you, buddy. Не, спасибо, чувак. Little too predictable in his movement to move. Слишком было, блядь, предсказуемо в этом движении. You needed to like respect the orb and like. Тебе надо было, ну как бы, это учесть, то, что у него есть сфера. Dance, kind of like back and forth his way. И надо было немножко стрейфить там назад, вперед. Into the room instead of trying to just charge in there. И вместо того, чтобы просто наламливаться, надо было ему там стрейфить, чтобы не так легко он разлетел. Просто разносит, блять. Yep. So there I knew I would have enough time to LG him. Like, either he goes up there and I... Я знал, что у меня есть достаточно времени, чтобы его поджарить. Если даже он идет наверх, catch him. Я могу пустить орб и поймать его. He gets stuck there and I just keep LGing and he's not gonna... Если он, или он там застрянет, я просто продолжу его шафтить. And enough time to rail me. What was it, like и у него недостаточно времени, чтобы переключиться на пушку рейл. So I'll get another kill, and then I'll just work the weapon advantage and start giving up some items. So just try to stall him for the next heavy. И я просто собираю то, что использую преимущество пушек, и позволяю ему забрать пару айтемов, чтобы немножко его замедлить. So I know that he's likely, where the route I took, he would likely spawn at LG, which is why I was already looking there.
Тот путь, который он выбрал, он знал, что он уже будет этим с шафтом, поэтому вот он именно так сыграл. Managed to get the free hit. So now Я смог дать бесплатный my дамаг objective трейлом. is to get the armor up here, which I know is before heavy, И сейчас главное получить желтый, после которого после хэви идет. Я and знаю, then start будет. rotating back and just try to slow him down. И переворачивать всю ситуацию, чтобы его замедлить. Yep. Ну, по So I'm just кругу. looking to cut him off. Я пытаюсь его обрезать, That обрезать rail is путь. really huge at the Этот трейл time. довольно So here I огромный. know like his biggest advantage is going to be if I keep trying to fight close to the edge. И он понимает, что его лучшее преимущество в этом случае, если мы будем продолжать драться на близком файте. Because if he gets a good nade pop up, he'll just LG me to death. И просто если ему гранаткой попадет, он просто мне зажарит, блядь, So шафтом. now I'm like, okay, the best move for me is to start backing out. And if he И для меня он говорит, думает, да, блядь, сейчас лучший мув это, блядь, отходить. goes backing up out. the pad and he happens to hit everything, then, you know, props to him. But Если он на джампа запрыгнет и все попадет, ну, блядь, типа, молодец, чувак, заебись сыграл. I'm at least going to try to make the fight as difficult for him as possible. Но я попытаюсь сделать ему намного тяжелее это реализовать. And there he Прям красиво. didn't even fire a grenade. Он даже But it's a good гранату не thing that I выпустил. dropped back because, as you saw, he had super shotgun. И хорошо то, что я отошел, потому что, насколько я подумал, он, блядь, шотик вытащил, супер шотган, хотел меня, блядь, замокрить. So he was anticipating me to keep peeking the edge with rockets, and super shotgun would have been the perfect weapon choice for that. But that's why I backed. То есть он, как бы, anticipating, он недооценил тот момент, то, что я понимал, что нельзя... То есть он думал, что я буду на рокете, браться за рокет, и он меня сможет, блядь, замокрить шотиком. Но я Off backing out and сделал. tried to fight from mid-range with LG, and it worked out perfectly. И я отошел назад, чтобы мог на средней дистанции его зашатагарить. И хорошо сработало. That's really important to make sure I'm collecting that LG ammo, so that I can at И очень важно взять для шафтагарика патроны здесь, least like fight a little bit. чтобы я мог еще немножечко подраться с ним на шафтагариках, если надо будет. So now I'm like, all right, I don't need to fight anymore. Да, окей, мне не надо больше драться, можно спуститься. I didn't get as much as I want. Let me just obtain GZ position by the another armor. W champ RPH sking. И дай мне... Ну, короче, наносит трейл. То есть backing Okay, out. and then here I rushed him because I thought he would keep running for the rail, like И тут я накинулся на него, потому что я думал, что он будет продолжать бежать до рейла. get desperate that he's down 6, Что он будет в отчаянии, что он уже проигрывает 6 фрагов. and he's had a couple bad moves in a row. And he said a couple of bad moves in a row. Сказал. Ну, и уже сделал какие-то плохие мувы. But he decided to hold firm at the Но он решил остаться здесь right time, so that makes this fight a little в правильное more время. difficult than anticipated. И этот бой будет более сложным, чем я предполагал. То есть он недооценил немножко ситуацию. If I did not have the dire orb, I would not be taking this fight. I would have Если бы у меня, конечно же, орба не было, я бы даже не ссылался в такую драку. just rotated my way towards the portal and Я бы дальше побежал бы через портал и, went up to короче, heavy safely. и на хэви бы вышел безопасно. And even though I don't hit the orb, it И forced даже если я не использовал телепортацию с путем сферы, his dodging to be more And even though I don't hit the orb, it forced his dodging to be more predictable to the right side. даже если не использовал сферу, все равно, говорит, вынуждает соперника передвинуться направо, сделать додж на правую сторону. То есть он это предсказывал. Which makes that rocket so much easier to hit. И он говорит, что это дает преимущество ударить ему ракетой под ноги. Так что Пепка-то не прав, он ее не проебал, он специально так сделал. It's like if he dodges left, I hit him with the orb. Потому что если он налево... ну да, все правильно ты говорил. Если бы он налево замулился, он бы его орбом бы разорвал. Если бы направо, то он And all the ракетой. damage. If not, it makes the follow-up rocket that Если much easier. справа, то последующая ракета гораздо легче попадается в ноги. За счет его предсказуемого доджа вправо. So I'm just looking to survive again. Я пытаюсь тут выжить. Блять, там донаты, там пиздец. Trying to catch him just, you know, the reason I went up to the armor is I was trying to catch him like going to the mega early and I had
И та причина то, что я на джампад пытался запрыгнуть, я пытался его поймать, когда его выход на мегу чуть Change раньше. position. But he was doing a good job of clearing the area first. Но он делал хорошую работу, чтобы зачистить space, area. And trying to get the heavy machine gun anyway. Взял сначала этот машну. For the potential fight. Для And потенциального so here боя. he's caught me with some good chip damage, and I know. И здесь он меня поймал на хорошем, ну, вот этом вот дамаге, когда уже чемпионы кричат. But like, all right, I'm probably gonna die. И я, наверное, умру. So what I want to do is like Что я хочу make it very сделать? difficult for him to Сделать catch очень me, тяжело, and then чтобы he has to поймать make a его. difficult choice И он должен принять тяжелое решение. afterwards for what item he goes to. На какой айтем он следующий пойдет. So then he has to be predictable to chase me down, and I И теперь его легко предсказать, если он вздумает за мной гнаться. hit the shot. So Я смогу even though he gets нанести the его. light armor and the mega, we're about Даже если он получает желтый мегу, equal. мы And so now где-то I'm just поровну. gonna focus on getting the heavy, and И я теперь буду фокусироваться на I still получении have хэви. control, even though У меня до I сих пор есть lost the frag, контроль. and all the pressure's on him still. И я потерял, тем не менее, что я потерял фраг, я все равно давлю на него, то есть имею давление на него. And so here I could keep taking this, like I can keep peeking and keep holding position because И я могу продолжать так играть. Я keep peeking, я не знаю, что это peek, ну типа собирать и стараться держать I'm позицию. defending the armor. Я пикать, да. И я защищаю этот I take броник. any damage, then I can take the armor from him. Если я беру какой-либо дамаг от него, то я забираю сразу армор от него. Ну, желтый. And as long as he's not taking it, he's not doing anything. And so I double И если он не получает дамаг, значит, он ничего не back and делает. catch him trying to take the opposite route. Я Because пытался I его поймать и поймал knew его. that when I died, when the mega time was going to be up. So I И я знал, когда я умер в прошлый раз, я знал, сколько будет мега. faked going to the mega to try to bait him И я, типа, наебал его, что как будто я за мега иду, to come to the armor. чтобы он подошел к армору. And it worked out И to perfection. хорошо And I managed to go сработало. 2 for 2 while he hit nothing. И у меня получилось нанести 2, я так понимаю, этих выстрела из двух. So then I catch him off the spawn. Я его на спауне Don't do поймал. much damage, but that's okay. I still want to maintain rotation of the armor. До сих пор хочу сохранять порядок зацикливания броников. More so than the mega, because Больше, чем the heavy мега. is much more defendable on this map than the mega is. Хэви гораздо больше защищается на этой карте, чем саму мегу. The mega, you're like really exposed to escape. На меге ты очень открыт, чтобы убежать, то есть тебе легко попасть в дамага. Ну да, действительно так и есть. I'll get to all the subs and whatnot after this map. So right now it's over halfway through the game. I got about 4 minutes left. I'm up 9-2. И как бы нормально уже, как бы 4 минуты осталось, я лидирую 9-2. This is potential comeback, Это you потенциальный know, камбэк score line for him, but в счете, чтобы уравнять. with the control the way that I have it, Но с контролем, I который у меня need to есть, keep applying some pressure. If мне I надо немножко давить на get него. any more kills right now, it's Если я получу больше фрагов сейчас, киллов, pretty much a GG. это As long as I get a clean one, GG. I should be able to run the rest of the clock out, just play a solid game, just keep stalling him and make Если я сейчас еще нанесу, то я могу легко и замедлить игру, как он говорит. like the next frag that he gets take like 2 minutes. And that'll end up getting me the win. Like I've done my job in the first half of the game to make it Он сделал всю работу. so that, okay, I've won the game. How do Я I выиграл. protect it now? Хорошо, я выиграл игру, как мне теперь ее защитить? No, just using the orb for misdirection. And they're just trying to catch him at the health because И я пытался поймать на аптечке. I denied him the 225s. Я ему не дал взять 2.25. If I didn't hit the first rocket or whatever, I probably И если бы я не попал в первую just would ракету, have started backing off instead of я бы, наверное, отходил вместо того, чтобы going all the way in. пушить его. I'm like, all right, I'll get super shotgun while I can. It just worked out this game that I've been able to play at different positions and not need it. But super shotgun can be good against Keel. Ну, он пытался там подловить его с шотганом.
на джампад, чтобы запрыгнуть. It's the same thing. Heavy's gonna come up before. Хэви появится перед мегой. I'm gonna try to punish him for this and then fall Я пытаюсь его наказать за это. back. И потом обратно And отойду на just хэви, keep the game slow. чтобы помедленнее игра So I была. take all of this armor. Я беру все броники. Oh, he hits 2! Not 1, Он but два 2 попадает. mid-airs. Мид-эйр That was just a sick kill. попадает. There's nothing I can do about that. Ну, это I килл, didn't я do ничего не могу сделать. anything wrong. Я ничего, He just я pulled ничего неправильно не off a сделал. miracle. Он просто чудом попал. But even though he pulled off a miracle, look at his stack. Тем не менее, даже если он попал, посмотрите на стек. He's still living on breadcrumbs. He's in the slums of the map. И он типа там на палочках, блядь, бегаешь, ему пизда будет. This is why timing's important. И вот это почему время очень важно. Тайминг. I knew I could keep fighting for that. Я знал, что я мог продолжать драться за это. Even after the rail, I was like, yeah, there's still like 4 seconds here. И даже после рейла я знал, да, еще 4 секунды можно использовать. I'm range over this kill. I can still LG him. Because he's gonna expose И мой рейндж позволяет его шафтить, himself to pick it up. чтобы я мог выйти на мегу. Таким образом. So here, either I get another kill and I go up 10, or I die and he's way too weak. И тут я просто могу либо убить его и получить преимущество 10 фрагов, либо умереть и просто он будет все равно слабым. And here I used the orb because I knew that if I tried to take my time, that he could just rush with LG. И тут я использую орб, потому что я понимаю, это дает мне немножко использовать время, чтобы он не мог зашафтить меня. And right now it's more important to just steal the heavy. If I die, it's whatever, as long as I take it from him. И самое главное сейчас не дать ему взять хэви. Не дать ему взять хэви. Даже если он умрет. Or I can get it and get out. Whereas if Или я могу получить и просто I съебаться. try to be too stingy with my orb, И он пытается stingy, ну, stingy, наверное, блядь, как одно целое. it's gonna come back to bite me in the ass. So, because I'd be too weak anyway to use it for damage. Я все равно слишком слабый, чтобы использовать его как атаку. Торп. So here I boost through the portal because it's Ну, здесь я ускорился через портал. unpredictable. Because Потому что I здесь было непредсказуемо. figured he's gonna be looking at the health at the bottom anyway. Я знал, что он пойдет на аптечки внизу. And I'm like, let me just utilize Ranger's passive, man. И дай мне попробовать немножко использовать это. And let me take less damage arching around to recoup, get position. И взять меньше дамага, перегруппироваться, взять позицию. Bada bing, bada boom. Барабим-барабум и Catch him again. разъебать его. Okay, so I know his position. Я знаю So I позицию. stopped for a sec to listen to where he is, and since he wasn't Остановился на секунду послушать, где он. Так, rushing me lower, I went up to take the armor. RJ'd up high so that it's much more difficult to get a rail off я специально сделал большой высокий рокет-джамп, чтобы ему было тяжелее попасть в меня рейлом. there. Like I could have, if I tried to RJ like too cleanly, Если бы я сделал слишком чистый рокет-джамп, like too perfectly, I could have Слишком given an perfect. angle for him to rail me, and then I don't я бы открыл угол, чтобы он меня make it прорейлил. up whatsoever. Whereas if I give myself the vertical trajectory from where he is, I'll make it no matter what. Пиздец, столько деталей вообще. So Просто жесть. Как такую хуйню в голове можно удержать? Это слишком много всего. Speaking of which, I'm looking at the stats here. 2 heavies for Garpy, 14 for Rapha, 5 megas and 9. and I somehow fucked up that orb. Я как-то, блядь, проебал орб. I thought I landed right on the mega and would get it, and I completely missed the Я item. полностью потерял айтем. Не знаю, смотрите, как килл пушит сразу по респам, блядь. Действительно, как он и говорил. Дай ему But преимущество. thankfully, просто. I'm in the lead the way that I am. If that was like И слава богу, то, что я как бы лидирую, как я планировал. if that was a really close game, that's such a huge mistake. И если бы это была очень близкая игра, это было бы, блядь, просто катастрофически
Катастрофическая ошибка, то, что он с Орбом сделал. make. But it's not so bad right now Ну, because это не так плохо. there's not сейчас. enough time for him to ever make up the score. И он не хватит ему никак времени, чтобы замачить. I just скоро. catch him by doubling back. Play goes for health. Блядь, ничего не кашлял. That's all she wrote. This is over and done with. Rapha stands tall, secures a convincing victory on Deep Embrace. Another map that he is absolutely superb at. And that means that it will come down to Corrupted Keep. Can Gar be Да, Раф-то, конечно, красиво сыграл. Даже сейчас понятно с его всеми комментариями. So now it's garbage time, and so, you Это know, было мусорное время, типа так. I'm just trying to make sure that he doesn't get too much momentum and a Я пытаюсь, чтобы он опять не good ускорился, feel going into the next game. чтобы опять ему не было настолько And I'm trying комфортно. to stay warm myself. Я себя разминаю. And I'm just thinking about the next game now, since this И он уже думает о следующей one's in игре. hand. Это And уже just в kind of like кармане. reminding myself, okay, these are the goals that I have for this game. This И я просто себе повторяю то, что вот это вот цели преследую, которые я имею в этой игре. is what I need to do. This is what I need То, to что мне надо force делать, то, что мне надо in стараться. the что- matchup. Мачо с ним. Just trying to close out the series 2-0. Пытаясь закрыть его на второй карте, уже продумаю в голове. Так, ребятки, ровно часик. ГГшечка. Я пойду отдыхать, мне завтра работать. Не-не-не, the ну, все правильно, да. Чтобы что? Чтобы... Якоб, sup, mate? Для чего же ты сдохнешь, нихуя? Совершенно верно, Никит. Цель жизни тогда в чем? Мы так умрем все. Мы все умрем. Хочешь ты этого или нет? ГГшечка будет. Рано или поздно с нами сыграно. Они закусились? Блять, этого не хватало. Кто там с кем закусился? Пепка? Да, не надо переходить. Ребят, если вам зашло, я постараюсь. Остановились мы на 37 минуты. Короче, я не знаю, там помогло это вам, не помогло. Никита попросил, чтобы людям... Я тогда сохраню эту запись. Посмотрим, что у нас тут. Да, должен быть рост, я согласен. Вот у меня сегодня деградейшн произошел. Кто у нас, Ваня стримит? А давай сыграем одну напоследок. Сейчас сыграем, сейчас я разъебу. Я Раф посмотрел, сейчас я... Я сейчас буду разъебывать, смотрите. Вообще, блядь. Ребят, да не срите свою. Дип включать. Все, я сейчас дип включаю. Так, я рейнджером. Надо углы продумывать. Надо углы продумывать, Лёх. Чтобы подрелить нельзя было. Да, Никитка. Бля, вот у вас тут свои всякие терки-варки. Только высокий. Так что, видишь, не зря тренировался на вейне. Пиздатый уроки джампа. Не, Сбелкин, я сейчас одну сыграю, пойду спать. У меня, кстати, лагает. Я буду сносить OBS, новый, последний. Попробую поставить 27 версию. Vote now. Deep. Music by Lomax. Я, кстати, помню этого чувака. Он этого. О, блядь. Prepare for draft. Тем лучше для меня. German guy. 1, 2, 3, 4. Auswacht. Auswacht. Krankenwagen. Krankenhaus. Schmetterling. Your pick. Мир и добра, ребят. Не ругаемся, не ругаемся. Не надо ругаться. Бля, пиздец, я похудел, да? Красавчик, нахуй, вообще. Сеймаузен. Стайзен хороший пик здесь. Буду на дистанции держать. Prepare to fight.
Ха-ха-ха-ха-ха. Begins in 3, 2, 1. Fight. О, тормоза сразу. Видели, какая не была? Deadly slip gates. Lead taken. Deadly Sleep Gaze. Lead tied. Пизда, блядь. Как меня убил, вообще непонятно. Lost. Застрял. Blank. Lead tied. Ладно. Сука. Ну что такое, блядь? Lead Пизда tied. ебаная, блядь. У меня лаги, блядь. Почему у меня лагает, нахуй? Заебало, так неприятно играть. Блядь, у меня все лагает. Taken. С лагами, блядь, с лагами нахуй даже. Блядь, что такое происходит? Заебало, блядь. У меня камера тормозит. А у меня так камера, да, тормозит тоже.
5-minute warning. Косой, блядь. Stopwatch. Impressive. Combo kill. Netmaster. Stopwatch. Спасибо, чувак. Stopwatch. Бля, шафта нахуй ноль. Killing spree. Бля, где он нахуй? Пизда, блядь. Шайковая, блядь. Блядь, не взял он. Coming at you. Блядь, красный так и лежит нахуй, блядь. Да заебало, блядь, это упираться. Ну, блядь, что за хуйня нахуй, блядь? Выебал его как этот, блядь. One-minute warning. Блядь, мне нужно шафта нахуй. Блядь, пиздец, блядь. Ракетами не умею стрелять, блядь. Ничем не умею. Сука ёбаная, блядь.
У меня лагает все. You win. Пизда, блядь, ебаная. Да пошел ты, какой ГГ, нахуй. Понеслась. Все, ребят. ГГ. Я выиграл долбоеба очередного. У меня тормозит игра, мне это вообще не нравится. Это хуйня, блядь. Так, не тормозит. Лагает, блядь, игра. Говно рейтинг. Так. Все, ребят. Я буду отдыхать. Пойду отдыхать. Всем хорошего вам вечера. Было приятно, я перевел что-то там. Потом продолжу. Bye-bye. All the best.